Герой пушкинского «Медного всадника» Евгений осмелится поднять бунт против строителя чудотворного. «Ужо тебе!» И безвестно сгинет на пустынном острове. После этого он воскреснет в героях русской литературы, в Башмачкине Гоголя, в Макаре Девушкине Достоевского. Но незадолго до этого образа Пушкин создаст образ еще одного маленького человека – Самсона Вырина, герой повести «Станционный смотритель». Об этом мы сегодня с вами и поговорим. Каковы же основные черты этого типа «маленький человек»? Обездоленность, нищенский быт, небогатый внутренний мир и, конечно, низкий социальный статус. Чин 14 класса присваивался людям, вступившим на путь государственной службы из низов. А станционные смотрители долгое время вообще не имели никакого чина. Он был разрешен им для того, чтобы обезопасить их от избиений власть имущих. «Чин, не бей меня в рыло», говорили о коллежских регистраторах. Вспомним, что и Минский, приехав в почтовый домик станционного смотрителя, возвысил было нагайку и голос. Эпиграф к повести «Станционный смотритель» из Вяземского звучит иронично. «Коллежский регистратор почтовой станции диктатор». Пушкин же противопоставляет иронии этих строк свое искреннее сочувствие судьбе станционного смотрителя. Он не как проходящий смотрит на него, а исследует все испытания, выпавшие на его долю изнутри. Он не понаслышке знал о бедах этих чиновников. Пушкин много путешествовал. Около 34 тысяч километров он проехал по России, а на станции Выра останавливался 13 раз. Бегство Дуни с гусаром Минским из родного дома – настоящая катастрофа для Самсона Вырина. Это не просто гибель его дитяти, как он представляет, но это крушение всего его мира. Вместе с Дуней он теряет самое дорогое, самое любимое. Он впадает в отчаяние, но не теряет надежды как-то вернуть свою дочь, и поэтому отправляется в Петербург. Петербург упоминается в повести «Станционный смотритель» 5 раз, причем это реальные адреса. Для чего же Пушкин вплетает в ткань сюжета повести упоминания о Петербурге? Почему он называет реальные адреса и помещает в них вымышленных героев? Первый петербургский топоним – Измайловские казармы. Самсон Вырин по приезде в Петербург остановился у своего старого сослуживца в Измайловском полку и решился начать поиски. Что же это за место? Измайловские казармы стояли за Фонтанкой, а Фонтанка в пушкинское время разделяла город и пригороды. Место это было бедное, непритязательное, и селились там низшие слои. А где же живет Минский? Гусар Минский остановился в Демутовом трактире. Этот трактир, в пушкинское время гостиница, был основан в XVIII веке и в 30-е годы XIX был уже известнейшей, красивейшей и богатой гостиницей, где останавливался, между прочим, и сам Александр Сергеевич. Сюда после венчания он привез жену, здесь жили его родители и дядя, и именно здесь он написал некоторые строки Евгения Онегина. Итак, Измайловские казармы и Демутов трактир. Что же стоит за этим противопоставлением адресов? Самим местом проживания героев символически подчеркивается дистанция между чиновником 14 класса Выриным и ротмистром Минским. Но Вырин не просто чиновник, он старый солдат. Не случайно Пушкин подчеркивает деталь – 3 медали на его зеленом сюртуке. Скорее всего, он участник войны с Наполеоном 1812 года, старый воин. И здесь Пушкин дает реминисценцию из оды Державина «Вельможа», где к сибариту, который проводит жизнь в неге и развлечениях, приходит проситель, старый воин с 3 медалями на груди. А там
На лестничный восход прибрел на костылях согбенный, бесстрашный, старый воин тот, 3 медалями украшенный, которого в бою рука избавила тебя от смерти. Он хочет руку ту простерьте для хлеба, для себя куска. Но пушкинский Вырин просит не хлеба. Он приходит с мольбой к Минскому отдать ему самое дорогое, то, что дороже жизни, его дочь Дуню. Понятно? Поэтому слезы негодования, которые навернулись на глаза Вырина, когда он находит у себя за обшлагом рукава смятые ассигнации. Вот чем хотел откупиться Минский от него. В Вырине не просто растоптано человеческое достоинство, к нему отнеслись как к вещи. Следующая, последняя встреча Вырина с Минским станет самой печальной. В тот самый день вечером шел он по Литейной, отслужив молебен у церкви всех скорбящих. Когда пронеслись щегольские дрожки, и Вырин увидел Минского, остановившегося у того самого дома, где он снимал меблированные комнаты для Дуни. Именно в эти комнаты заходит бедный станционный смотритель в поисках дочери. Именно здесь он ее увидит, сидящую рядом с Минским и наматывающую его черные кудри на свои блестящие, сверкающие пальцы. Именно здесь, узнав его, она упадет в обморок, а Минский сильной рукой, схватив старика за шиворот, вытолкнет его на лестницу. И этот жест сделает явным то, что стоит за ассигнациями. Минский не видит в Вырине человека, а боль старого отца не вызывает никакого отзыва в его барской душе. Жестокий социальный закон заставляет Дуню выбирать между избранником ее сердца и отцом, стоящим на пороге ее комнаты в жалкой роли просителя. Эта трагическая кульминационная сцена привлекала внимание многих художников. Сравним 3 иллюстрации – Шмаринова, Косульникова и Добужинского. Один и тот же момент изображен на них. Обратите внимание на расстановку фигур, на взаимоотношения, возникающие между ними, на характеры персонажей. Какая из иллюстраций вам кажется наиболее драматичной, а какая добавляет новые штрихи к вашему пониманию героев? Минский и Дуня жестоки с Выриным, и эта жестокость не только внутри них, она объясняется и условиями социальной действительности. Герои живут во власти понятий, норм и стереотипов своего времени. И Дуня не хочет возвращаться к своему прежнему состоянию. Для нее об этом не может быть и речи. Через 2 дня отправился он обратно на свою станцию и опять принялся за свою должность. Обратим внимание, как много здесь как будто сдержанный вздох уныния издает грудь Самсона Вырина. Итак, Петербург в станционном смотрителе. Петербург как источник безысходности, тупика, крушения надежд, как трагическая обреченность судьбы героя. Повесть «Станционный смотритель» самая петербургская из всего цикла Пушкина «Повести Белкина». Город здесь становится не просто объектом, не просто адресом, а участником событий, действующим лицом. Адреса героев подчеркивают пропасть между ними, и город символически предрекает их судьбу.